Нет. Так, а как? А, вот, все. Вот так вот. Вроде вот так нас сориентировало это все. Да. Да. Ты меня видишь, слышишь? Да, вижу, только на половину лица вижу. Так, я вроде у себя в кадре вся полностью. Да, вот чуть-чуть дальше, тогда лучше видно будет. Вот так. Да, ну... Еще чуть-чуть камеру. Вот, лучше, лучше. Лучше, да. Но неожиданно, что от нас... Это встроенный все инструмент YouTube вот так вот работают. То, что они нам предлагают делать, сейчас, секунду. На всякий случай еще бэкстейдж подпишу, включу еще одну камеру. Вот. Ух ты. Ну да, на тот случай, если звук, допустим, не запишется на этой камере, чтобы хотя бы звук остался. Сейчас. Ага. Вот. Ну, хорошо. У меня уже были случаи, что я очень интересное брал интервью, и не один раз на самом деле. Брал интересное интервью, и по какой-то непонятной причине, заколдованность или еще что-то, вот не записывался нормально, понимаешь, ни видео, ни звук. И хорошо была страховочная камера. Так, значит, что мы делаем? Мы сегодня презентуем новый формат. Значит, мы с Ларисой, наверное, без малого 2 года. Знаем как проверенных соратников по борьбе. А борьба наша заключается в том, что мы рассказываем... Еще... Я говорю, борьба наша за мир, за исключительно мирные инициативы, полезные для общества. Да. И боремся мы так, чтобы камня на камне не осталось. Шутка. Вот. На самом деле в России правду о том, что происходит в мире, и я, мы в меру своих сил каждый день занимаемся просвещением, скажем так. У нас родилась мысль, мы ее достаточно долго вынашивали. Мы строили, и наконец-то построили, как говорил Чебурашка. Мирный Чебурашка нашего детства. Да. Значит, мы вынашивали мысль о том, что мы можем рассказывать о том, что происходит в мире, в том, что происходит в России, то, что происходит в Европе и в Испании, с нашей точки зрения важного. Вот. Назвали мы этот формат, я бы так сказал, ну, если не аналитической, то просто публицистической беседы, я бы так это назвал. Формат назвали «Вчера, сегодня, завтра». То есть мы рассказываем то, что случилось вчера, то, что происходит сегодня, опираясь на новости, и то, что должно быть в условном завтре. То есть завтра это имеется в виду когда-нибудь в будущем. То есть это все очень условно, эти рамки. Вот. Но чтобы хоть какой-то формат сделать, вот мы с Ларисой, что будем вам рассказывать в таком формате. Это первое. Второе, у нас планом 2 выпуска в неделю. Первый выпуск мы будем концентрироваться на России и все, что связано с о том, что происходит внутри России. Но поскольку мы с Ларисой пребываем в счастливой, сонной летней Испании, то мы будем, и мы считаем нужным рассказывать еще о том, что связанное с Россией и с русскими, и с русскоязычными, то, что происходит в Испании и в Европе. Мы не будем заниматься разбором испанских новостей.
мы не будем заниматься разбором испанской политики, потому что без нас этим занимаются очень многие люди. Но если что-то будет происходить в Испании, касающееся бывших, вернее, граждан бывшего СССР, мы вам об этом расскажем свою точку зрения и предложим с нами подискутировать. Ну, как джентльмен, я должен Ларисе предложить первой рассказать о своей новости, о вчерашней новости. Спасибо большое. Да, вот, как ты уже совершенно верно сказал, мы занимаемся просветительской работой, хотим доносить до людей точку, не только свою точку зрения, да, мы тоже имеем право на какое-то свое мнение, но и зачастую я вот обратила внимание на то, что люди уже сталкиваются не с самим фактом, а с его интерпретацией. И потом очень удивляются, что оказывается вот это лицо, именно вот это сказала, и из чего сделали вывод вот оппоненты, да? Вот, поэтому, например, вот многие удивляются, почему вот там Путина критикуют, что он то-то сказал или то-то сделал, да? Так вы же его послушайте, он в своих выступлениях тех или иных именно это и сказал, если вы не хотите не слушать там оппозиционеров там или еще кого-то не слушать, его послушайте, он это все сказал, поэтому мы об этом и говорим. Ну, вот таким образом. Значит, я подобрала новости, которые касаются в данном случае, вот в этом нашем стриме Белгородской области, ну и России в общем и целом также. Не знаю, как, насколько известно слушателям, зрителям вот твоего канала, например, моим зрителям, в общем-то, известно, что Белгородская область находится под ударом в связи с вот с этой самой СВО буквально с первых дней. До СВО ничего подобного с Белгородской областью не происходило, и люди даже зачастую об этом не знают, потому что официальные новости об этом не сообщают. А если люди читают альтернативные источники, то там очень часто даже оппозиционные какие-то, на их взгляд, крупные события там освещают, а вот эти ежедневные обстрелы, ну, они ежедневные, ну, по нескольку раз, ну, что их освещать? А вот я освещаю. Ну, ладно, в этот раз слишком долго будет их перечислять, что именно обстреляли, кто пострадал, кто, к сожалению, погиб, что случается нередко. Это слишком долго обсуждать, и, естественно, это отдельно, эта тема, если таковая бы и случилась, отдельная. Ну, давайте мы... Жизнь течет, что происходит, в общем. Сейчас в Белгородской области активно обсуждают следующую новость. Вот правительство Российской Федерации выделило 3,3 миллиарда рублей жителям приграничных регионов, приграничья взамен утраченного жилья. Эти деньги будут перечислены жителям, в том числе Шебекинского округа, ну, не только пострадавшие, ну, это потому что новость это с телеграм-канала «Шепот Шебекина», поэтому они про Шебекинский округ говорят, а пострадал не только он, конечно же, в Белгородской области. И, значит, деньги должны поступить в течение 3-4 недель. Перечислят на открытые спецсчета пострадавшим семьям. Я уже, значит, представляю себе обсуждение вот этой новости, и оно уже идет. Люди, естественно, хотят возмещения убытков, но все прекрасно помнят, что сказал Гладков в своем выступлении. Он сказал, вы тут не рассчитываете на то, что вам восстановят вашу итальянскую черепицу или ваши дорогие бронированные стеклопакеты. Вот какой-то есть норматив, и согласно этому вам там на крышу чего-то положат на вашу разрушенную, и в стекла что-то там вставят, чтобы было, да? И вот звучит красиво сумма, 3 миллиарда рублей, да, выделили, хорошо звучит. Но дело в том, что пострадавших очень много, и если эту сумму раскидать на каждого или на семью, то получится далеко не так радужно и красиво. Вот учитывая то предыдущее заявление Гладкова о слишком дорогих стеклопакетах и слишком дорогой черепице у белгородцев. Лариса, один вопрос.
А Да. сколько порядок хотя бы цифр? Речь идет о тысячах пострадавших, о десятках тысяч пострадавших, или о сотнях тысяч пострадавших в Шебекинском Точную районе. цифру никто назвать не может. Власти об этом говорят так, чтобы ну, сделать так, что да, проблема есть, но она не такая, как вот вам рисуют. Все, мы все наладим, все поправимо. Оппозиционеры, естественно, не могут точно оценить, потому что не находятся в Белгородской области, но о десятках тысяч идет точно пострадавших, а то, может, и сотнях, я даже думаю и не сомневаюсь, которые лишились своего жилья, потому что в одной семье не один человек, и даже если, допустим, у человека был дом, да, в каком-то селе, или, допустим, он живет в городе, квартира тоже могла пострадать, а у него в селе есть дом или есть дача, как сказал губернатор Курской области, да, ИО, да, губернатора, что вот вы там в вашей бане, не надо там в вашей теплице, мол, типа, ну, еще бы сказал, с жиру беситесь. Вот дом вам еще, если восстановят, спасибо скажите, и все. Вот, ну, примерно Гладков в таком же ключе. Вашу там итальянскую черепицу не надо, да. Вот чем вам покроем крышу, то и спасибо скажите. Вот, и да, перечислят деньги, конечно, вот этим главам районам, или как там, вот специальная комиссия, есть оперштаб в Белгородской области, который распределяет помощь или там занимается эвакуацией, что этих жителей в ПВР нужно отвезти. Кто не знает, ПВР – это пункт временного размещения. Обычно это какое-то общественное здание, типа спортивной арены, спортзала в какой-то школе и так далее, где живут продавшие из какого-то места, которых туда привезли. Вот представить, если кто-то не в курсе, себя может представить на их месте, когда вы должны спать в каком-то большом помещении с большим количеством чужих для вас людей. Вот, в каком-то спортзале, куда поставили кровати. А если кто-то там маломобильный, кто-то там больной человек, неважно даже каким заболеванием, вот представьте, как он себя хорошо там в кавычках ощущает. Вот, и конечно, жители теперь этого ждут. Еще до этого, как можно отнести к вчерашней новости, которая имеет также отношение к будущему, потому что это жизни людей касается, что, мол, не надо, как сказал Гладков, восстанавливать сейчас жилье тех, кто уехал из Белгородской области, особенно подчеркнул за рубеж. На самом же деле нет никакого реестра имущества, вот пострадавшие в данном, да, в данной локации, в каком-то населенном пункте, где находятся эти хозяева. Уехали ли они в другой регион просто, да, от войны, в другой российский регион, или уехали за рубеж каким-то образом. То есть единого такого реестра нет, то есть Гладков здесь врет. И есть... То есть могут местные жители сказать, да, если таковые не уехали еще вот в этом селе, допустим, сказать, вот этот там Петров Иван, он уехал там в Ивановскую область, или уехал там в Армению, или уехал во Францию, да, допустим, что вряд ли, конечно. Ну ладно, к примеру, скажем. Вот. Ну, как бы вроде с одной стороны сказать, да, конечно, надо восстановить сначала те дома, которые там, вот они находятся, эти жильцы, а потом это. То есть он призвал Гладков законсервировать. А что будет означать это законсервировать, никто не знает. Потому что погода меняется, еще вдруг время года другое настает. И то, что вот там вот законсервировали, вы потом приедете из своей эвакуации, увидите руины. Вот. А еще, как вот в случае с ранениями бойцов, еще потом доказываете, что это развалилось из-за того, что туда дрон угодил, или ФАБ упал, да, внештатно сошел, или еще что-то там вот военное произошло, или размародерили этот дом, или просто вот скажут, вот снег выпал, там разморозило твои вот трубы, и вот так вот у тебя дом и развалился. Кто тебе его должен восстанавливать? Позволь сказать в качестве аргумента, мне кажется, в этом случае губернатор Белгородской области себе подстелил такую соломку, и он практически каждому, кому он не будет что-то делать, кто там на месте не окажется, он может сказать, а ты уехал вот такой за рубеж, ну, то есть практически кинуть ему в лицо, а ты такой предатель, куда-то там делся, вот, Возможно. сбежал, и поэтому мы тебе ничего не делаем,
а потом, когда ты вот вернешься, а он, может быть, находился там в соседней какой-нибудь Брянской или Курской области, Может. вот, и он ему скажет, а вот ты был за рубежом, а докажи, что ты не верблюд, и потом, когда ты приезжаешь, у тебя уже ничего там не осталось, чтобы можно было восстановить, уже все и соседи благодарные разворовали, как это обычно бывает, и И потом пойдут. бойцы, о чем есть видео, как бойцов даже вот одно из таких видео, то есть таких немало, и в Белгородской, и в Курской области, кстати, где вот пример просто приведу. Женщина, значит, приехала в свой дом посмотреть, как что, а там войска наши, и они, значит, увозят имущество на ее квадроцикле, и она их начинает стыдить. То есть мы слышим, человек говорит: ах, вы бессовестные, мы ж вам помогали, а вы вот так, вы зачем в дом забрались, еще и квадрик вывезли, на нем хотите уехать? Вот она их начинает ругать. То есть такой это случай не Я видел, единичный. видел это видео, видел, да. Да. Вот, значит, вот таким образом, да. И потом докажи, что ты еще должен приехать, еще и рассказать, что где ты был. Вот. А еще вот это тоже в связи с этим же 40 тысяч рублей. Вдруг вот такая инициатива, то есть пиаровская, что, мол, для тех, кто уехал за рубеж, вот для этих редисок, да, никто против них ничего не имеет, предлагают 40 тысяч рублей, чтобы эти редиски вернулись, и смеются в чатах даже, не в оппозиционных даже, что еще они, может, и покаяться еще должны, да, 40 тысяч вот тебе, значит, дадут. Потом догонят и еще раз дадут. И 40 тысяч это очень много, конечно, да, рублей, попрошу заметить, на обзаведение. А пострадавшим выплачивают 10 тысяч, да, то есть ты вот выехал из пострадавшего дома, там у тебя там, или вот в селе, как люди говорят, вот во всех селах, говорят, у нас дроны как мухи летают. А еще отселение не отовсюду проводят. И говорят, в ПВР места нет. Даже 10 еще не все могут получить, а если кто получил, ну, конечно, можете себе ни в чем не отказывать, 10 тысяч рублей-то, ух, насколько много хватит, да. То есть, И вот в связи же с этим, по да, сути, речь идет о том, что сейчас предлагают людям возвращаться в обстреливаемую, в прифронтовую зону, да, и без гарантии безопасности, и без гарантии выплат, и вот конечно. типа возвращайтесь, а мы там посмотрим на ваше поведение. А Гладков еще сказал, вот в этих селах, вот такие-то, такие-то, да, где дроны, напоминаю, как мухи летают, уже сейчас не такая обстановка тяжелая, вот, можно жить. А вот люди говорят, а пускай он сам приедет, там поживет, раз там хорошая обстановка и можно жить. Вот. И вот некоторые, вот мне тоже бывает в комментариях пишут, вот так ты критикуешь там и Путина, и вот Гладкова, а он такой хороший губернатор, такой его все прям любят, обожают. Рассказываю про путинский вполне себе чат. Значит, обсуждают высказывания Гладкова, он регулярно выступает перед жителями, избирателями, кружочки в Телеграме любит записывать, что вот он с людьми разговаривает. Я его канал, у меня подписка на его канал, я его смотрю. Мол, зря ты его критикуешь. Ну так вот, вполне пропутинский канал, где об этом сказано, что он думает, вот пойти ему или не пойти на переизбрание, но это жителей области, от президента, ну не от меня, вот. И дизлайков там под этим сообщением больше, в пропутинском чате, между прочим. Так что не такой уж он, видно, хороший. Даже из администрации, а что это делается, это точно, когда они сидят под его выступлением и пишут хвалебные комментарии. Вот, то есть так, работа такая, в общем. Вот. Ну и в плане будущего, да, новость. Значит, я вот не могу дать этому, как говорится, объяснение, и все пока в чатах не увидела. Значит, белгородские школьники опережают общероссийский. Если кто не в курсе, белгородские школьники учились дистанционно очень большую часть времени.
У меня племянник, я не знаю, сколько за всю свою школьную жизнь раз сходил в школу. Ну, пандемия была, потом война, пожалуйста. Вот, ну вот 9 класс закончил. Но тут имеется в виду 11-классники, у них общий балл по ЕГЭ выше. Вот скажите мне, с чем это связано? Кто-то, если в курсе, может быть, пришлет такой комментарий. И, кстати, в Белгородской области вот общее вот это отключение интернета, я смотрела карту отключений, да, интернета в России, мобильного интернета, в Белгородской области, смотрю, нет, не попала под эти отключения, хотя я не исключаю, что они были. Вот, я общаюсь с людьми, с некоторыми переписываюсь, я не буду говорить с кем, в каких чатах, где и когда. Вот, у людей, то есть если кто-то там, вот когда у меня больше всего вот это раздражает безапелляционность, что вот россияне внутри России, они все за Путина, все как один. Нет, вы это, не знаю, кому можете рассказывать, но не надо. Я общегородские чаты читаю, которые просто люди своими какими-то делятся. Там восторгов они по поводу Путина не испытываю, никаких абсолютно. Читаю про путинские чаты, там тоже как-то, ну, скажем так, не очень много восторгов, если так можно выразиться. И Z телеграммы, телеграм-каналы я читаю, те, бывает, и ругают очень часто власть. У них, правда, свои, так сказать, резоны, да, ну вот тем не Недостаточно менее. жесткий, мало Сталина в нем. Жестче ругают, чем оппозиционеры и чем обычные люди, естественно, которые соблюдают осторожность, общаясь в таких чатах. И тоже вот меня, честно говоря, раздражают советчики, когда из-за рубежа им говорят, вот что вы не вот так и не вот так общаетесь. Ну, вы на их место становитесь и будете общаться, покажете класс. Вот. Есть вот люди такие. Так что это новость будущего, я считаю, да, всегда надо знать, о чем разговаривают, о чем беседуют люди разных взглядов. И с теми, с кем я переписываюсь лично, они тоже люди разных взглядов, не всегда, может быть, во всем со мной согласны, но самое главное вот в наших вот этих вот беседах, с чем мы согласны, что так, как есть сейчас, не нравится никому, никому. Вот. Люди могут по-разному видеть перемены, да, что вот как они себе это представляют, но так, как есть сейчас, не нравится никому. Это я могу А стопроцентно сказать. можно Ни тебя спросить, одного я не видела, да, да, кто в можно восторге, да. спросить, как ты думаешь, а можно говорить о революционной ситуации, когда и турбопатриотам, так называемым зетникам, не нравится сейчас та власть, которая управляет Россией, и есть некое такое молчаливый слой людей, которым тоже, ну, я имею в виду молчаливый, потому что он не выходит на протесты, понимая все риски, которые связаны с публичными протестами, но мы с тобой согласны в том, что есть некая существенная прослойка россиян, которая не согласна с властью и имеет антивоенные, оппозиционные взгляды. Причем это оппозиционные взгляды, связанные с антирежимными взглядами. То есть не то, что там условные сталинисты, турбопатриоты, а это те, которые, ну, мы когда-то могли бы называть демократами или как каким-то либералами, какими-то. Как ты думаешь, сейчас Ну, я думаю, что как только люди увидят пример, подписи за надежду, то есть люди как только безопасную для себя возможность сказать свое слово в отношении к ситуации, показывали же множество людей. Они говорят, я не помню фамилию этого человека, ну, Надеждина в смысле, да, но я знаю, что он против войны, он войну закончит. Я за него иду. Хорошо. А
зетники, они тоже хотят против войны? Они тоже хотят, чтобы она закончилась? Зетники, да, хотят. Есть несколько из них, но я так понимаю, что это заряженные те, которые, потому что я вижу одни и те же ники, которые этот, в принципе, чат ведут. Да, они как бы создают вот такое так основное мнение, да, так сказать, струю, в которой все должны плыть. Вот. Они тоже, да, хотят войну закончить, но на своих условиях. Ой, какая прелесть пришла с нами получать. Какая Да, он прелесть. пытался тоже свое мнение высказать в эфире, но мешал в камеру. Любви. Вот. Да, Поэтому такой шутки жарко. жарко. Вот он возмущается, что у нас 32 градуса сегодня, и как я тебе писал, у нас отключали свет 3. Вот такое вот чудо 5-килограммовое, вот, которое Да, требует любви. Вот. Да, я конечно. тоже Ну, люблю. пусть участвует, пусть сидит. Слушает, хочет, смотрит, Да, пускай хочет присутствовать. он лежал, слушал меня вот полностью. И, видимо, решил, что нужно высказать свои 3 копейки. Ну, я понимаю, что ты готов с нами вступить в дискуссию, но прости, пожалуйста. Мы просто не понимаем твой язык хороший. Вот. Не, ну, если что, ему надо сказать, кушать будет позже. Слушай, ну поверь мне, я... Да, я тебя тоже люблю. Вот. Я его все время кормлю и честно тебе скажу, килограмм как возникает за меня. И у нас тоже, наш кот, еще помню, я когда занималась в Белгороде репетиторством, и как раз у кота кончился корм его любимый. А я говорю, подожди, сейчас ученик придет, я в магазин сейчас не могу идти. И мама ему говорит, сейчас ученик придет, денежку принесет, а потом мы пойдем и купим тебе твой любимый корм. Так, пришел ученик, и все время, пока он занимался, кот сидел в дверях, внимательно смотрел и слушал. Вот. Потом урок закончился, ученик ушел, значит, и кот на нас давай смотреть, типа, ну, а в магазин, вы как обещали, вы скоро соберетесь? Торопитесь. У кота есть развлечение, он может смотреть на улицу, и там у него есть все возможности, так сказать, ты где? Да. Так, ну что, ты закончил свою часть, которая касается... молодец. Да. Господи. Кот, ну позволь выступить, я тоже хочу. Я тебя... Вот, Красивый. Да что ж ты делаешь, а? Ну что ж такая вот любовь кошачья, а? Ну невозможно. Я тебя тоже люблю, поверь мне. Да, и микрофон, все надо пометить. Вот, ай! Прямо в этот момент нужно все пометить. Что ж ты за кот такой, а? Фредди, ты мешаешь мировым СМИ. Иди отсюда. Давай. Вот. Ну, что, понимаешь, вот такая у нас любовь с котом. Вот. Все нормально. Все нормально. Да, он очень требовательный. Когда я ухожу на улицу, он очень требовательный. Пытается понять, сколько я пил, наохотился. Возвращаюсь, что я с собой принес. Так. Конечно. Ну, смотри, я вчера готовился. Хотел тебе рассказать, что я считаю... Новостей много, но что я считаю наиболее интересное для тех, кто будет смотреть в записи, и тех, кто потом... Ну и что мы можем с тобой обсудить? Из произошедших событий, я думаю, самое интересное, это то, что для меня и для тебя, мы с тобой коллеги, мы оба педагога, вот, и
для нас с тобой, наверное, высшего образования в Российской Да, Федерации. да. Причем там такая вот прям череда новостей была, особо никто и эту череду новостей не афишировал, вроде как, ну, вот прошло заседание. Да. Да. Ну, например, что я хочу сказать. Например, новость о том, что одна из новостей в прошедшем месяце, в 2025 году выделено более 50 тысяч мест в вузах Российской Федерации для участников войны, для детей, естественно. Участников... Нет, стоп, я соврал. Для участников войны с Украиной и их родственников. То есть это для всех. И для тех, кто непосредственно бегал с автоматом, и для тех, кто, собственно, является детьми вот этих вот участников так называемой СВО. Ну да, смотря по возрасту, если сам молодой, конечно, да. Вот. Еще поучиться может. Какая была новость? Еще одна была новость, уже более свежая. Совет Федерации одобрил закон о праве детей участников боевых действий бесплатно учиться в ВУЗе. То есть, что произошло? Как я это понимаю, мое понимание, а ты дальше можешь, соответственно, высказать свою точку зрения. В неком ВУЗе условном есть там 100 бюджетных мест. И эти бюджетные места по определению занимаются, и никто не рискует сказать что-то против, эти бюджетные места занимают участниками СВО войны. СВО, что более вероятно учиться, и этих детей больше, но что эти дети идут на бюджетные места бесплатно, и они идут на эти места без экзаменов. То есть они идут туда просто по факту подачи документов. Вот мы такие-то хорошие, мы хотим учиться в вашем вузе. Да. И наверняка эти вузы, о которых мы говорим, но это не... Простите меня, пожалуйста, речь не идет о каком-нибудь вузе в Биробиджане или в Улан-Удэ. А речь идет скорее всего, топовых вузах, то есть вузах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, то есть в тех местах, где престижно учиться на самом деле, где уровень образования выше. И вот эти бюджетные места, они становятся зарезервированы, если не участниками СВО и детьми, то получается туда попадают олимпиадники или те, кто получает. И получается, что бюджетных мест как таковых нет. Но очень важно, я должен отметить, что большинство этих бюджетных мест становятся заняты людьми, которые попали на эти места без конкурса, без экзамена, просто по факту своей принадлежности какой-то там вот когорте участников или детей участников СВО. Когда коммерческие места, они становятся платными, ну, они были платными, да, но, соответственно, вуз, какой-то университет в Москве начинает прогнозировать ситуацию, что будет с этим набором, допустим, на ближайший год.
Мгм. Ты там? Да, вот сейчас слышно, а то что-то со звуком, наверное, было, да? Да, подвисло. Так вот, Да. как я думаю, почему произошло это повышение стоимости обучения? То есть планировалось, что Кто, кто оплачивать вузы. будет? За чей счет банкет? Зачем этот банкет? Абсолютно правильно ты поняла. То есть первый год участия ВО, может быть, еще отучится, и может быть из бюджета ему, вузу придут компенсации какие-то за этого бюджетника. Но тянуть бесконечно этого бывшего военного или ребенка, который просто подал документы, но не сдал никаких вступительных экзаменов и не имеет каких-то оценок высоких за ЕГЭ или ЕГЭ. Олимпиаду. ЕГЭ же он все-таки сдавал как-то, да. Ну, слушай, даже если у него там будет 60, то его Ну все да. равно возьмут как ребенка, участника СВО, и просто вуз перестраховывается, как я планирую, предполагаю. То есть они перестраховываются, что вот эти вот участники СВО или дети участников СВО, которые не обладают большими талантами, они потучатся, может быть, один семестр, может быть, 2 семестра, то есть год, а просто не готовились. Человек бюджетников, из них 50% будет отчислено в худшем случае, а эти места уже же не занять, никого привлечь на какой-нибудь там второй год, четвертый год. То есть получается, что Сокращать и вот преподавателей, это думаешь, вот, будут? что-что? Думаешь, будут сокращать группы, там, Да думаю, укомплектовывать? что нет, они наоборот упущенную выгоду, которую они предположили, что этих людей придется отчислить из-за того, что они ну, просто не успевают, они не способны учиться, они вот те потерянные деньги на них, потому что как бы они не будут дальше учиться, раскидали на Это платников. да, это несомненно. Я думаю, вообще, вот эти все инициативы, вот эти, да, что якобы вот, если ты участник СВО, смотри, тебе вот это, и вот это, и вот, если ты живешь, забывают добавлять, вот это тебе будет хорошо, твоим детям хорошо. Я думаю, что все это пока как реклама. В ближайшее уже время будет отменено, как только это кончится. И я не сомневаюсь, что ну, я так думаю, что против вот этих вот участников СВО лихо состоит, да, понюхали, так сказать, и будут тоже довольно-таки революционной массой, которым власть, если пока протянут, будут и репрессии применять, чтобы не выступали. Да, я так думаю. Поэтому вот это все делается с целью их умаслить. Вот смотри, твоего ребенка зачислят в вуз. Ты сам, ну, если молодой, конечно, можешь поступить, учись, пожалуйста. Ну, какой-то процент из вот этих детей, участников СВО или самих вот этих найдется, кто способен вполне проявит какой-то интерес, да, может быть. Но это пока на данный момент сейчас, я считаю, я думаю, что я не ошибаюсь. Вот, потом посмотрим, была я права или нет, что это рекламная акция. И поэтому впоследствии никаких таких выгод не будет, и будут они поступать на общих основаниях, результатам ЕГЭ, или если это более такой вуз престижный, какие-то дополнительные экзамены сдавать, как все сдают на бюджетные места там или что. И, в общем, это на сейчас акция. Они ищут, да, как содрать с людей побольше денег, чтобы компенсировать свои вот эти выкрутасы. Например, я считаю, что повышение коммунальных платежей, да, с 1 июля, это тоже для войны. Если бы сказать бы, а так, вот мы тарифы нам повысили до небес. Наверное, сейчас все электросети поменяют, все будет работать, летать как стрела.
А у нас то интернет отключают, то все делается. Сейчас, наверное, трубы проложат, все будут новейшие, и про разрывы канализации среди зимы мы вообще думать забудем. И вода будет течь куда надо. Те села, которые были, да, потому что на самом деле этого делаться не будет. Это все деньги для войны. То есть они сказать, сейчас мы сделаем налог на войну. Давайте, граждане. А это вот тарифы надо вложить, как сказали в одном выступлении, и помочь. Как вложить? Я и так все повышают. Что ж, я и так не помог, скажет гражданин. А тут я еще опять я должен. А Да, новые электросети все изношенные, трансформаторы горят, там труба рвется, там газа у кого-то нет, а мы все должны. Дорогу не вот, построили, там. да, я как раз хочу сказать, что новости, самые главные новости сегодняшнего дня, нормально. Самая главная новость сегодняшнего дня в России – это то, что поднялись тарифы ЖКХ в среднем на 15-23% в среднем. Да. 30 есть. 44% придется домохозяйствам платить больше, потому что подняли в цене и количество, и газ, и тариф за вывоз мусора поднялся, все поднялось в цене, и, соответственно, вот если учитывать все те повышения, которые были, все придется почти в 50% платить больше, чем раньше. Да. Это основная новость сегодняшнего дня. Вот именно. Да, и, соответственно, как ты сказала, это и есть налог на войну, потому что все эти коммунальные организации, все эти сети, все эти энергоснабжающие организации, они постоянно берут деньги, что бы ты там ни делал, чего бы ты там ни хотел, они все время берут деньги за какие-то присоединения, за какие-то техусловия, за какие-то там еще, они все время с абонента берут деньги, как бы на развитие своих сетей, но эти сети не развиваются, и деваться им некуда, и они вынуждены поднять эти тарифы, потому что это, по сути, цепная реакция. То есть те же самые теплоснабжающие организации, повышается стоимость газа для предприятий тем же «Газпромом», по цепочке происходит повышение стоимости всех остальных услуг, потому что из газа и тепло, соответственно, в батареях, из газа получается горячая вода, ну, практически все получается из газа, вот, в России, а если нет, то из угля, и хотя нам говорят, что все российские угольные предприятия работают и чуть ли не банкроты, тем не менее стоимость повышаются, и, соответственно, вывоз в тарифе за мусор сидит. В тарифе за мусор сидит стоимость ГСМ, то есть стоимость эксплуатации техники. Люди замечают, любой бизнес живет за счет кредитов, любой бизнес живет за счет каких-то денежных потоков. И когда у тебя стоимость денег растет с каждым месяцем, и Центробанк повышает вот эту вот ГСМ, стоимости эксплуатационных расходов, везде,
То есть, по сути, борьба с так называемой инфляцией, которая начала резко расти, это просто отражение того, что деньги в России сейчас, кредит в России дорогой. И предприятиям, бизнесам, а энергоснабжающие организации – это бизнесы, им очень дорого вести этот бизнес. И вот они все свои расходы на дорогое кредитование закладывают в тарифы для населения. И таким образом косвенно население платит за войну. Вот на чем я хочу закончить. Вот именно. И вот то же самое. Новость. Да, газ и вот все вот эти нефтепродукты, которые Россия успешно продавала, это еще наследие советских времен, да, и только от Европы миллиард в день получала. И теперь из-за санкций Россия всего этого лишена. А где взять утраченную прибыль? Китаю, Индии, все, Путин, считай, за бесценок продает. Скопились уже запасы этого всего, что раньше уходило и приходила в страну валюта. Вот. А кто за это должен платить? Точно как там в фильме, да, говорит, народ, Ваше Величество. Да, точно. Да. Вот. Ну и завершая свою часть выступления нашего сегодняшнего созвона, маленькая, поскольку мы с тобой патриоты нашей малой родины, ты патриот. В Краснодарском крае, плюйте в меня, жители Испании, но в Краснодарском крае более сбалансированный климат, там есть 4 сезона, там есть дожди, там не так жарко, как в Испании. Горы Вот. зеленые, вот говоря, смотрим видео, горы зеленые. Не да, высохшие. я на самом деле соскучился о дождях, и в Испании прекрасно то, что это изменения. Поэтому на Кубани я считаю, что климат более гармоничен. Вот. Есть и жара, бывает патриот своей малой родины. Я хочу сказать, что новость будущего, которая меня беспокоит, это, конечно, то, что происходит в Анапе. То есть Да. я взял серию интервью с волонтерами, которые рассказывали о том, как они участвовали в сборе мазута. Мазута, да. Бизнесы в Анапе закрываются, Да. люди не знают, на чем заработать. Бизнес. Темрюкский район, может быть, частично Геленджик. Это все курорт, это все градообразующие предприятия. И, конечно, в этом году я должен сказать, что новость будущего в том, что очень многие предприятия от Геленджика до Темрюка Уйдут. Да. рублей в том, чтобы ликвидировать разлив мазута, но, что называется, дорога ложка к обеду, поздно было это сделано. Надо было не допускать того, чтобы такие танкеры выходили в запрещенное Которые для 50 них лет время назад должны быть списаны. и должны были быть списаны, и не должны были стоять в таком месте на рейде,
А сейчас получается, что миллиарды рублей потратили на и будут дальше тратить на ликвидацию. В Краснодаре, к сожалению, местные бизнесы не получают поддержки от властей. Хотите. При том, что из рассказов волонтеров местные предприниматели, многие местные предприниматели тратили большие суммы на то, чтобы помогать волонтерам убирать этот мазут. То есть они понимали, будут проблемы. Но вот эти проблемы случились, и, к сожалению, увы, власть не хочет замечать проблемы бизнесов и позволяет, по сути, курортному бизнесу в Геленджикском районе, Новороссийском районе, Анапском районе, Иркутском районе в меньшей степени позволяет этому бизнесу. И вы, конечно, для обычных жителей я предлагаю им не ехать в Анапу, потому что это для вашего здоровья опасно. Да, видео многочисленные смотрим, где вроде бы ничего не видно, на первый взгляд море даже и чистое выглядит. Человек заходит, а у него на ногах потом все черное. Вот. Да, так что да, поэтому... Да, вот такое. И вот это мне еще, когда я следила каждодневно, там буквально не меньше, чем за войной, что как происходит. Вот эти бессовестные чиновники, ты еще смеешь приезжать и рот открывать на людей, которые там день и ночь пластаются, там вот это мазуту убирают, таскают, травятся, в больницы попадают, спасают птиц и все это, а он приехал еще и с матерными словами, с ними разговаривает, как у него язык повернулся, и вот он сюда ехал, еще и угрожает, говорит, я вас всех, говорит, закрою. Вот так. То есть вот специально это говорю для тех, кто до сих пор вот говорит, мы не верим оппозиционерам, навальнистам, все навальнисты, да, не надо, не слушайте, не смотрите. Смотрите, вот это чиновник краснодарский, он так разговаривает с людьми. Это нормально разве? Путин, когда его спросили, как раз после, там, дня 3 прошло после катастрофы, как, мол, Владимир Владимирович, ой, ну там уже занимаются, там вот эта проблема, как он, или проблема, или беда, не, беда даже не сказала, по-моему, проблема случилась, там уже занимаются компетентные органы, ну, наврал, как обычно. Ну вот, я просто призываю тех, вот вы внимательнее слушайте Путина, и там он все сам скажет, там не надо оппозиционеров слушать, он все сам говорит. Говорит одно, делает другое, думает 100% третье. Это можно не сомневаться. И это просто ужасно, как вот эти несчастные там и птицы, и дельфины погибали, и потом как люди, они, значит, создавали, да, вот кто-то свое кафе, там свою какую-то мини-гостиницу или что, неважно, что, все равно там создавал человек, думает, вот я здесь вот живу и в таком месте классном, я вот буду с туристами работать, а теперь ничего, ему еще и тарифы, то есть не только, что ты там вот еле-еле тянешь, да, там, вот одна там женщина говорит, я ресторан, значит, 8 лет выстраивала бизнес, как-то у него пошел, а теперь еще вот такие тарифы влепили, и так сейчас нету отдыхающих, мы еле-еле тянемся, и мне надо теперь закрываться. Ну, она, естественно, не одна такая, это просто ужасно, это ужасно, людям устроили катастрофу жизни. Они сидят там в дорогих пиджаках, доклады докладывают, а что люди живут в катастрофе, им наплевать полностью. Это в любом регионе России. То у них нерентабельно в эти села отдаленный газ, значит, проводить, значит, привозите туда, вы дерете с людей огромные тарифы, привозите сжиженный газ. То нерентабельно туда дорогу проводить, а как люди должны жить без дороги? Ну, идите, вы живите там, без дороги. Все, сколько вот регионов, где дороги нормально нет, а дорожные сборы все есть. Я вообще мечтаю, чтобы Путин вот там, где есть вот эта дорога, как она называется, Колымский тракт, да, через вот эти ужасные вот реки, там с таких погодных ужасных условиях, где разваливающиеся мосты, и они еще и на грузовиках там едут. Путин как красиво ехал через Крымский мост на грузовике, вот там он должен ездить, по Колымскому тракту.
Это как раз пожинать плоды дел рук своих. Вот я так считаю. Слушай, ну Вот это. на самом деле я уверен в том, что не надо ехать даже на Колыму далеко. Да, Я да, уверен в том, да. что отъехав Поближе есть. 200 километров от Москвы, отъехав в Тверскую область, в какой-нибудь Да. там Торжок или Конаково, куда-нибудь туда. Тверская область, сердце России. Прям вот такое вот, понимаешь, настоящее Тверское княжество бывшее. Или в какую-нибудь Владимирскую Да. область, куда-нибудь Как туда. говорили тверские князья, когда враждовали с Дмитрием Донским, с Иваном Калитой даже еще, с его дедом, они говорили: Тверь старее Москвы, подчиняться не будет. Выпуска. К сожалению, сегодня пришло мало людей, хотя анонсы были. Вот. Но надеемся, посмотрим записи. И мы попробуем с Ларисой на этой неделе сделать будет более интересно. То есть про российские новости вы знаете лучше, а вот про европейские новости вы знаете хуже. Мы с Ларисой отберем новости, будем стараться рассказывать о Европе, и если найдется, а будем рассказывать о новостях европейских относительно России и относительно стран бывшего Советского Союза. То есть то, что вам интересно, ну, например, расскажем вам о том, как, например, как здесь происходят гастроли от каких-то там артистов, коллективов. Может быть, вам расскажем, что Испания, как всегда, выбилась в лидеры по закупкам российского газа, дизеля и прочих подсанкционных товаров, как она это обычно умеет делать. Ну, может быть, какие-то еще новости расскажем. В общем, на этой неделе смотрите, ждите анонсов. Мы с Ларисой для вас подберем интересные новости из вчера, из сегодня и из завтра, которые расскажут о Европе и об Испании относительно России и бывшего СССР. Все. Всем пока. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей, за то, что пригласил на такой интересный стрим. Пожалуйста. Так, теперь осталось узнать, как это выключить. Давай Я не я знаю. сейчас. Ну-ка Так, попробую я. отключайся. Не знаю.